Чиби. Как часто мы встречаем этих милых маленьких персонажей? Они широко используются для создания мерча, смайликов, иллюстраций, маскотов и много чего другого. Глядя на все это, появляется желание создать что-то свое, такое же милое и забавное. Но с чего нужно начать и как быстро прийти к пониманию пропорций? Взгляни на мои старые работы. Это мои студенческие годы. Я еще училась в школе, когда нарисовала этот розовый адопт. Этот фанарт был нарисован в 22 году, а это подарок моей подруге. Он был нарисован в 24 году. Как ты можешь заметить, эти работы не отличаются друг от друга скиллом. Они просто разные по стилистике. Перед началом рисования тебе стоит понять, что у тебя есть полная воля и несочтимое количество стилевых вариаций, в которых ты можешь изобразить своего чиби. Ничего не бойся и делай так, как тебе нравится. Я нарисовала для вас сразу несколько чибиков. Они все будут разного размера, разного стиля и разной степени детализации, чтобы наглядно продемонстрировать, какими разными они могут быть. Итак, давай начнем с базы. Первый этап – определить пропорции твоего будущего чибика. Смотри, по сути чиби – это такая маленькая штука с маленьким тельцем и большой головой. Ты можешь обозначить это кругами, разделив твоего пациента на две части. Это простые формы. Ты можешь вытянуть тело, тогда твой чиби будет выглядеть более реалистично и похожим на человека. А можешь оставить голову огромного размера, а тело сделать настолько маленьким, что это будет выглядеть как-то так, словно его голова сейчас лопнет. Второй этап – уточнение форм. Под этим этапом подразумевается придание формы голове нашего чибика, а также набросок глаз и определение расстояния между ними. Ну и конечно же нужно набросать тело, ручки и ножки. Основной акцент в рисовании чибиков – лицо, а именно глаза персонажа. Глаза необходимо сделать реально большими, но главное не переборщить, чтобы это не выглядело так, словно им не хватает места на лице. Я наметила форму головы и пририсовала глаза. Обязательно вымеряйте расстояние между глазами чибика, чтобы они не выглядели слишком скученными или не сидели слишком далеко. Про тело я могу сказать, что шея у вашего чибика не обязательно. Например, своих микрочибиков я рисую без шеи, чтобы это подчеркивало их дурацкость и маленькость. А большим чиби, как тот, что посередине, я рисую шею, чтобы, как я и говорила ранее, сделать чибика более человечным и менее похожим на мультяшку. Тело маленького чибика я рисую сразу однородным, словно склеенным с руками и ногами. А тело большого чибика я делю на секции. Рисую отдельно туловище, отдельно ручки и ножки и стараюсь более детально прорисовать изгибы. Третий этап – объем волос. Итак, мы имеем большую голову с большими глазами, и теперь нам важно понять, насколько объемная прическа будет у нашего персонажа. Она играет не менее важную роль в пропорциях чиби. Здесь важно не переборщить и не сделать волосы слишком объемными или слишком тонкими. Так что я намечаю примерный объем вокруг головы моего чиби, чтобы определить границу прически. Далее я просто прорисовываю локоны на волосах. Маленьким чибиком, в отличие от большого, я стараюсь не сильно детализировать волосы, а большому, наоборот, прорисовываю больше прядей волос, уточняя их объем. Четвертый этап – лайн-арт. Этап лайна совершенно не обязателен, это зависит от стиля, в котором ты рисуешь. Однако я рисую для тебя 3 чиби, и я покажу 3 разных варианта. Первый вариант – жирный лайн, картун, комикс-стиль. Он не отличается проработкой и детализацией. Наоборот, я даже не стараюсь, чтобы линии были ровными и красивыми. Рисование в таком стиле занимает настолько мало времени, что можно особо и не стараться, и пачками создавать таких комиксных дурачков. На лайнинг этой девочки, учитывая тот факт, что я действительно много отвлекалась от работы, я потратила максимум 10 минут. Второй вариант – тонкий лайн. Это просто обычный лайн. Мне больше нечего про него сказать. Конечно, он дался мне чуть сложнее, потому что нужно чуть лучше контролировать свою руку и проводить более ровные и аккуратные линии. Мне хотелось сделать так, чтобы лайн был легким и воздушным, практически незаметным. На него я потратила ни много ни мало, 30 минут, все в тех же обстоятельствах.
когда я много отвлекалась от работы. Вообще, для меня это самый простой и приятный в исполнении лайн. Не знаю, как так получается, ведь рисуется он дольше, чем остальные. Для меня это очень медитативный процесс. Не знаю, как так получается, ведь рисуется он дольше, чем остальные. Кропотливо сидеть и наблюдать, как твои нежные и легкие движения руки создают совершенно очаровательную и невесомую картинку. Третий вариант – без лайн, скетчевый и легкий. У него, как ни странно, нет лайна, поэтому я пропускаю этот этап и перехожу к следующему. Пятый этап – заливка основными цветами. Этот этап в целом входит в пайплайн каждой моей работы. Для начала я определяю локальные цвета, а уже затем пляшу с бубном, накладывая тени и свет. Шестой заключительный этап – рендер. Мне снова нечего сказать, все зависит от вас и ваших возможностей. Пробуйте, изображайте чибиков в разных стилях, и ищите наиболее интересные способы их изображения. Я нарисовала больше сотни чиби в стол за всю свою жизнь. Я до сих пор не хочу выбирать какой-то определенный стиль для их изображения. Мне нравятся они все. Мне нравится с ними экспериментировать, как-то объединять их, играться, придумывать какие-то новые приколы. Это творчество, друзья, не забывайте о том, что вы можете просто быть собой, а не следовать по чему-то чужому пути и по какой-то причине пытаться скопировать чужой стиль. Безусловно, тренироваться и брать в пример чьи-то работы – это очень даже полезно для саморазвития. Но самое главное, что я хочу донести – не переусердствуй. Просто делай свое дело. Ты крутышка и большой молодец. У тебя обязательно получится достичь того результата, к которому ты стремишься. Я хотела сделать это видео максимально понятным для новичков, а также интересным для продвинутых в рисовании чибиков людей. К сожалению, все хорошее когда-нибудь кончается, и это видео тоже подошло к концу. Это первое видео на моем канале, и я чувствую себя немного волнительно. Спасибо, что заглянули ко мне. Я очень надеюсь, что видео получилось интересным и прикольным. Мне очень хочется создать уютное сообщество творческих людей, и я буду очень благодарна, если ты станешь частью этого сообщества. Присоединяйся к нам в Телеграме, чтобы не теряться. Также в описании я оставила ссылочки на все свои соцсеточки. Я желаю тебе хорошего дня, не бойся творить.